Успокойтесь. Назовите ваш адрес. 500 квартал, 7 улица, Кларстон. Пожалуйста, быстрее. Полиция уже едет. Кто-то еще ранен? Ваши родители? Я не знаю. Там был мужчина. Он стоял над ней. Он убежал. Я видела. Он все еще в доме? Нет, он выпрыгнул в окно. Кажется, она не дышит. Тони! Держитесь. Помощь уже в пути. Не подходите к ней, не трогайте ничего. Вы слышите меня? Да, пожалуйста, быстрее. Оставайтесь на линии, полиция уже подъезжает. В июле 90-го года выпускница средней школы Тони Энн Тедер была хладнокровно убита двумя высокоточными ударами прямо в сердце спустя 3 дня после празднования своего дня рождения в собственном доме, в своей кровати, в то время, когда вся семья находилась дома. За 36 лет ни одного ареста, ни одного имени в открытых источниках. Только фоторобот, который никому не привел. Подозреваемый, чье алиби подтвердилось, но этого оказалось мало. Только ДНК на старом ноже – последняя надежда. И семья, которая каждое утро просыпается в своем доме, где все еще пахнет тем летом. Тот июльский день лета для маленького города Кларстон стал синонимом ада. Ничего подобного никто никогда не мог предположить, что маленький городок Кларстон с населением не более 7000 человек станет местом бесконечных споров местных жителей и многочисленных тайн, связанных со смертью Тони. В этом документальном фильме мы попытаемся пролить немного света на тот злополучный июльский день. За 36 лет утекло много воды, некоторые детали этого дела безвозвратно затерялись по прошествию значительного времени. То, что вы увидите сейчас, первый подробный фильм, посвященный исключительно Тони и событиям того злополучного дня. Первая попытка пройти по ее последнему маршруту, заглянуть за высокий забор, который напоминает о том злополучном дне, и задать вопросы, на которые 36 лет нет ответов. Почему никто не сделал этого раньше? Возможно, потому что Кларстон – маленький город, где все знают друг друга, и молчание иногда кажется единственным способом защитить себя и своих близких. Возможно, потому что семья Тедер сознательно убрала из публичного доступа все, что могло бы превратить жизнь их дочери в мировую сенсацию, и спекуляции фактами, и искажение событий. И я буду безусловно уважать это право. У нас тут не просто видео на YouTube, а психологический портрет. Здесь не будет фотографий из семейного альбома, из личного архива, не будет точных координат дома, не будет имен, которые могут навредить невиновным. Но будет правда, настолько полная, насколько ее возможно было восстановить по газетным архивам 1990 года. Интервью с детективами, показания свидетелей и тех немногих крупиц фактов, которые чудом удалось сохранить спустя столько времени. Меня зовут Маша Рябинина. Здесь истории не просто рассказываются, но и пытаются объясняться. Мы свой путь начинаем с самого начала. Глава 1. Тони Энн Тедер. На юго-востоке штата Вашингтон, там где две реки Снейк и Клируотер встречают друг друга, расположился маленький туристический город Кларстон. На момент 26 года в нем проживает 7117 человек. Со стороны он кажется словно открыткой из прошлого. Уютные дома, тихие улочки, пристань, откуда уходят баржи с зерном и холмы. Много холмов, которые меняют свой цвет от изумрудно-зеленого до золотого в зависимости от времени года. Особенно Кларстон открывается в полной мере. В летнее время года закаты укутывают эти холмы и открывается вид на реку Снейк, и сам город утопает в солнечных лучах. Место здесь особенное – это банановый пояс Вашингтона. Так называют его местные жители из-за мягкого приятного климата. Виноградники Льюис Кларк Вэлли дают вина, которые не уступают европейским, а в 20 минутах езды начинается каньон Хеллс, самое глубочайшее речное ущелье в Северной Америке. Но для туриста Кларстон – это всего лишь очередная строчка в путеводителе. Не более того, место для сплава на байдарках, прогулок по Гренвилл Трейл вдоль реки или дегустации редких и элитных сортов в уютных
винодельнях. Тихая гавань для тех, кто устал от больших городов и хочется побыть в тишине со своими мыслями наедине, без городского шума. После 10:00 улицы практически пустые. Слышен лишь лай соседских собак, и отсутствие достаточного количества фонарей делают окрестности Кларксона более тихими и спокойными. В Кларкстоне не принято запирать двери на ночь. Здесь дети до темноты гуляют во дворах, и каждый подозрительный незнакомец сразу бросается в глаза. Чувство безопасности здесь не пустой звук, это образ жизни здешних жителей. Однако есть у этого туристического города и другая, скрытая, темная сторона. 28 июля 1990 года этот образ безопасной жизни рухнул. В том июле стояла невыносимая жара. В тот день температура не опускалась ниже плюс 30 градусов. Добавок к этому была повышенная влажность, поскольку река Снейк находилась неподалеку. Жители Кларкстона спасались кто как мог. Окна в доме были открыты, не у многих были вентиляторы или кондиционеры. И те, что были, не особо помогали от июльской жары. Семья Тодор, проживавшая в 500-м квартале на 7-й улице, как и многие, спустились спать в прохладную гостиную. Тони, которой всего буквально 3 дня назад исполнилось 18 лет, устроилась на диване. Рядом спала ее сестра Лара Ли Хендриксон. Родители сестер в соседней комнате в каких-то 4 метрах от их спального места. Время 5:03. Раздался тревожный телефонный звонок в 911. Местный полицейский участок, который находился всего в нескольких кварталах от дома семьи Тедер. Однако в ту роковую ночь всего одна машина патрулировала город и ближайшие населенные пункты. В самом телефонном звонке девушка, сестра Тони, сообщила об убийстве. Звонок длился приблизительно около 2 минут. Но начиная от 80-х и в начале 90-х годов в Америке набирали обороты телефонные пранки среди подростков. Это была целая субкультура. Тогда еще не было определителей номеров, так называемый Caller ID. И очень часто подростки, дети звонили с таксофонов, расположенных на улице, и сообщали о различных происшествиях, которых на самом деле не было. Отследить такой звонок было практически невозможно. Количество ложных звонков достигало около 2000 в день, в самом пике. Функции обратного звонка на последний номер появились позже. Диспетчер, который общался с сестрой Тони, в тот день подумал, что это тот самый случай телефонного розыгрыша, пранка, но машину по правилам отправил на указанный адрес для проверки данного происшествия. 0510 патрульная машина прибыла на место. В ходе предварительного анализа ситуации было найдено тело 18-летней девушки на полу в гостиной, филейный нож с деревянной рукояткой, который лежал рядом, узкое и острое лезвие стандартной длины 15 сантиметров. Примечательно, что нож был насухо вытерт почти до блеска. Крови на самом ноже и рукоятке не было ни капли. Тряпка или материал, которым он был вытерт, не обнаружено на месте убийства Тони. Такой нож обычно используется для разделки рыбы, он продается в свободном доступе. Его можно купить в любом гипермаркете поблизости. Как позже покажет вскрытие девушки, что она погибла на месте от 2 высокоточных ударов прямо в сердце. ДНК самого ножа не показали принадлежность убийцы и были плохо распознаны биоматериалы с ножа. В момент убийства вся семья Тони, в том числе сестры и один брат, находились рядом в одном доме. Опрос соседей и семьи погибшей не выявила каких-либо существенных улик или подозрительных людей, которые были замечены в тот день рядом с домом Тони. Никто ничего не видел и не слышал, но сестра Тони утверждала, что видела силуэт убийцы в темноте и что он выпрыгнул в окно сразу после того, как ее заметил. Это же она сообщила диспетчеру полиции. Позже с ее слов был составлен предполагаемый фоторобот потенциального убийцы. Фоторобота было составлено 2. Один из первоначальной версии, а второй более свежий вариант. Но надо обязательно учесть, что в доме была кромешная темнота, и фоторобот не может показывать точного человека. Это всего лишь примерные черты лица. Они могут и вообще ничего не иметь с действительностью. Нередко для составления фоторобота привлекались художники. Кроме того, в 1990 году фотороботы не рисовали на компьютерах и не использовали современную графику при работе над ними. В те года все делали вручную, и сотни альбомов, и сотни лиц пытались воссоздать примерное лицо человека. У них было 1000 вариантов: разрезы глаз, формы носов, линии губ. Листая страницу за страницей, подбирая нужные шаблоны для создания фоторобота. Поскольку убийство случилось ранним утром и было темно, фоторобот является очень грубым и несет лишь визуальный характер. Он не показывает лицо предположительного убийцы.
Но за 3 дня до этого, 25 июля, в этом дом входило совсем другое – счастье. Тони задавала свечи на своем 18-м торте. Она только что закончила школу и думала поступать в колледж. Впереди было лето, полная планов, целей. Тони родилась 25 июля 1972 года в Такоме, штат Вашингтон, в семье военного летчика Джимми Теддера, ВВС США. У Тони 4 сестры и 1 брат. Из-за службы отца семье часто приходилось переезжать с места на место. Они жили в Германии, в Калифорнии, пока в 1983 году окончательно не осели в Кларстоне. Тони тогда было 11 лет. Именно здесь прошли ее лучшие школьные годы. И здесь она нашла друзей и обзавелась множественными знакомствами. В 1990 году Тони окончила среднюю школу Кларстона. Она была не просто хорошей ученицей, она была невероятно активной ученицей. В школьной жизни так ее описывали преподаватели. Более того, Тони входила в состав участников танцевальной команды Scarletters. Это был один из самых ярких школьных коллективов, выступавший на спортивных матчах не только в Кларстоне, но и по всему штату Вашингтон. Занималась легкой атлетикой, бегала кросс и трек, беговые дистанции. Тренера отмечали ее выносливость, спортивный характер. Она не курила, не пила, вела исключительно здоровый образ жизни. Тони очень любила музыку. Она пела в хоровой группе The Last Six и играла в школьном оркестре, где ей была одной из вокальных голосов. Подруга детства, дававшая интервью в 2021 году, описывала Тони 2 словами. Она была веселой и очень атлетичной, легкая на подъем. Отец вспоминал в одном подкасте местной газеты, что она была всегда в движении, жила на полную катушку. Ее сестра Лара Ли говорила, что Тони была человеком, который не умел сидеть на месте. Вечно что-то организовывала, куда-то бежала, с кем-то встречалась. Многие школьники и студенты подрабатывали на неофициальных работах в свободное время от учебы и занятий, особенно в летнее время года, перед началом нового учебного семестра. Тони была не исключением. Она подрабатывала вожатой в одном лагере неподалеку. О самой личной жизни и отношениях ничего не известно, однако была еще информация о том, что Тони должна была встретиться с парнем в день своего убийства. Связано ли это с нашим делом или нет, мы не знаем. Но мы знаем наверняка, что Тони была хладнокровно убита двойным ударом ножа прямо в сердце, в собственном доме, в то время, когда вся семья была рядом. Это лишь подтверждает, что у убийцы к Тони была некая неприязнь. И это личное убийство. Отец Тони, Джимми, вскоре после произошедшего поставил 3-метровый забор, что стало символом трагедии, памяти, попытка скрыться посторонних глаз, в частности от назойливых журналистов с местных газет и репортеров. Этот 3-метровый массивный забор – аномалия для маленького городка Кларстона. Ранее ничего подобного никогда здесь не происходило. Глава 2. Расследование. Утром до жителей Кларстона, как обычно, заварили кружку вкусного кофе, открыли свежий номер местной газеты Lewiston Tribune и были поражены тем, что увидели на 7-й странице этого выпуска. Там было короткое сообщение, в нем говорилось о совершенном убийстве 18-летней девушки с одной лишь фотографией Тони. Без подробностей дела, без имен подозреваемых. Для небольшого города, где все знают всех, это был шок. Но для тех, кто следил за криминальной хроникой штата Вашингтон, это событие не было единичным случаем. Оно выстраивалось в длинный пугающий ряд этого списка. За несколько лет до гибели Тони и вскоре после нее в этом же штате произошли другие убийства, которые попали в местные заголовки криминальных хроник, где жертвами тоже становились молодые женщины, а убийцы словно растворялись в воздухе. 24 ноября 1989 года, Акме, штат Вашингтон. 18-летняя Мэнди Ставик ушла на утреннюю пробежку и не вернулась. Ее тело нашли в реке. Следствие установило сексуальное насилие. Дело осталось нераскрытым почти 30 лет. Лишь в конце 2010-х годах, благодаря ДНК генеалогии, убийцу все же нашли. К тому времени он уже умер. В 1988 году Самнер, штат Вашингтон. 18-летняя Трейси Уитни была найдена мертвой у реки. Удушение. Дело десятилетиями лежало в архивах. В 2022 году ДНК указала на предполагаемого убийцу, но и он ушел от правосудия. Его также не было в живых. 1990 год. Графство Снахомиш, штат Вашингтон. 17-летняя Мишель Коски убита. Тело найдено позже. И снова десятилетие тишины. Современная экспертиза указала на убийцу, но он умер до предъявления обвинений. А еще была серия загадочных убийств в долине Льюстон-Кларстон. Прямо здесь, по соседству. В конце 1970-х годов и в 1980-х годах в этом регионе бесследно пропали и были убиты как минимум 4 или 5 молодых людей. Некоторые детективы
детективы, кто работал над этим делом, до сих пор считают, что там действовал серийный убийца. Эти дела не раскрыты по сегодняшний день. Казалось бы, еще одно убийство в длинном списке, еще одна молодая жизнь оборвана. Очередная папка с грифом «Холодное нераскрытое дело», которое будет долго лежать на полках и обрастать множественными слухами. Но если присмотреться к деталям этого убийства, дело Тони Энн Тедер выпадает из этого ряда. Оно не похоже на остальные, и здесь мы подводим к самому важному. В газетах тех лет нет ни одного похожего убийства. Ни до того, ни после. Ни в Кларстоне, ни в ближайших окрестностях. Никто не проникал в дома через окна. И уж тем более не наносил 2 точных, смертоносных удара в сердце. И не исчезал после бесследно. Похожих почерков и орудия преступления не было. Как минимум те, что попали в новости тех лет. Это означает одно: убийца Тони не серийный маньяк, не случайный прохожий. Это человек, который точно знал, где живет Тони и ее привычки. Знал расположение комнат, вошел именно в гостиную, где она спала. Знал, как обращаться с холодным оружием и куда бить, чтобы жертва скончалась почти мгновенно. Не оставил следов, значит, готовился к этому задолго. Не действовал импульсивно. Это было личное, подготовленное убийство. Возможно, оно планировалось за год или даже больше. Убийца знал Тони лично, или, по крайней мере, имел с ней какой-то личный контакт. И почти наверняка он был в тех краях и раньше, задолго до того июльского рассвета. Обычно серийные убийцы никогда не оставляют орудия на месте преступления, или наемные киллеры уносят с собой, уничтожают, топят в реке, закапывают за сотни миль от совершенного преступления. Все, что может дать полиции хоть малейшую зацепку, должно быть уничтожено. А здесь нож остался. Мало того, он был тщательно вытерт до блеска, до полного отсутствия отпечатков. Кто-то потратил на это время, кто-то стоял в темноте в доме, где только что убил человека, и спокойно вытирал лезвие и рукоять. А потом просто бросил его на месте. Зачем? Это послание, как пасхалка в мрачной игре, где убийца оставляет полиции загадку: «Я здесь был, но вы меня не найдете». Лара Ли, та самая сестра, которая спала в метре от Тони, проснулась от движения. Она увидела силуэт и закричала. Вполне вероятно, убийца не рассчитывал, что кто-то откроет глаза в это время. Хотя очень странно не осознавать и идти на такой шаг. Это будет наивно, и тем более риск быть обнаруженным максимальный, поскольку вся семья находилась дома в этот момент нападения. Может быть, крик сестры Тони выбил его из равновесия, и у него оставались считанные секунды, чтобы исчезнуть из поля зрения. Он вытер нож в торопях, но вытереть успел, а вот забрать с собой уже нет. Это нелогично. Зачем ему тогда вытирать нож, если он мог с собой взять, забрать его как важную улику? Но есть и третья версия, которую не любят обсуждать в таких маленьких городках. Не стоит забывать, что Кларстон не просто тихий город у реки Снейк, это еще и вдобавок туристическое место. Через него едут к каньону Хеллс, к виноградникам Льюис Кларк Вэлли, к местам для рыбалки и сплавов. Летом здесь полно приезжих. Люди со всей страны останавливаются в мотелях на Бридж-стрит, заправляются на местных заправках, заходят в кафе перекусить. Убийца вполне мог оказаться одним из них, но можно предположить, он тут уже проживал какое-то продолжительное время, раз знал примерно город и саму жертву. Человек, который приехал за 1000 миль или даже больше, который не оставил следов, потому что никто в городе его не знал толком, который мог без труда уехать на следующее утро, затеряться где-нибудь в тихом месте и никогда не вернуться обратно в Кларстон. Если это так, то нож вытерт до блеска и брошенный на месте обретает иной, мрачный смысл. Это не паника, это не послание. Это просто хладнокровие человека, который знал, что его никто не найдет. Но тогда остается главный вопрос. Зачем он вообще пришел в этот дом ранним утром? Ведь риск быть обнаруженным, вдобавок много свидетелей, которых он оставил в живых, а сам незамедлительно покинул дом и скрылся. Мы перебрали несколько значимых улик, разобрали версии, сравнили с другими убийствами, которые происходили в штате Вашингтон. Преступление – это не просто набор случайных рандомных фактов. Это отпечаток личности, психотип, своего рода его действия, его личная автобиография. Потому как совершает убийство, можно сказать, кто его совершил. Первое. Убийца знал, куда идти. 5 утра, раннее утро, когда сон особенно крепок. Он не бродил по улицам Кларстона в поисках случайных
случайной жертвы. Он пришел именно в этот дом. Целенаправленно. Знал, через какое окно лучше проникнуть в дом. Знал, что из-за жары Тони спала на диване в гостиной. Это знание не бывает случайным. Он либо бывал здесь ранее в гостях, либо приходил к Тони домой, либо долго наблюдал за ней и ее привычками. Дни, недели, месяцы. Он изучал, готовился. Второе. Он полностью контролировал себя и свои действия. 2 удара. Оба прямо в сердце. Ни одного лишнего движения. Это не хаотичное нападение в темноте, не паника, не зарезал в бытовой ссоре. Это хладнокровное, почти хирургическое действие. Он знал, куда бить. Может быть, учился этому. Опыт обращения с оружием. А потом нож. Он не забыл его в панике. Он потратил время, чтобы тщательно вытереть лезвие и рукоять до блеска, до полного отсутствия отпечатков. И только после этого бросил. Почему не унес? Здесь 2 возможности, и обе важны. Его могли просто-напросто спугнуть. Лара Ли проснулась. Она увидела темный силуэт и закричала. Убийца не ожидал, что кто-то откроет глаза. Крик сестры выбил его из колеи. Он вытер нож, но забрать его с собой не успел. Считанные секунды решали все. Но если так, почему он вообще остался вытирать нож после убийства? Почему не бросил все и не выпрыгнул в окно сразу? Мое видение ситуации такое, потому что даже в спешке, под угрозы быть обнаруженным, он продолжал контролировать ситуацию. У него были считанные секунды, но он использовал их, чтобы уничтожить улики. Это уровень самоконтроля, который встречается редко. 4. Он не оставил следов. Ни одного, кроме того самого ножа. Ни отпечатков, ни волос, ни капли крови, кроме той, что была на ноже. Он словно был призраком. Это говорит о 2 вещах. Либо он профессионал, тот, кто знал, как заметать следы еще до того, как это стало модным в криминальных сериалах того времени. Либо он местный, настолько местный, что знал, если не оставить следов, полиция будет искать иголку в стоге сена. А сено в данном случае это 7000 человек, каждый из которых мог оказаться твоим соседом напротив. 5. Это не серия. Мы уже говорили, в Кларстоне не было похожих убийств. Ни до, ни после. Это значит, он не маньяк, не серийный убийца, который охотится на молодых девушек по ночам. Такие люди не останавливаются после одного раза. Появляется некий адреналин и безнаказанность. Почерк и применение оружия для преступлений у них редко меняется. Чикатило яркий тому пример. У него все нападения друг на друга похожи, и легко это все соединить и получить общую цепочку из многочисленных убийств. А в деле с Тони совершенно иной случай. Разовое нападение, а затем тишина. Похоже, нападение случалось, конечно же, но там отличались некоторые моменты. Самое близкое и похожее убийство случилось в Миннесоте спустя год после Тони. Тереза Джонс, 20 лет, была убита в своем доме в Таунхаусе. Там тоже фигурировал нож, но девушка все же успела позвонить в 911 и сообщила о нападении на себя. Затем потеряла сознание, так и не пришла в себя. Но Миннесота совсем другой регион, далеко от Кларстона, 2500 километров. Убийство, да, похоже по своей структуре, и оно единственное, что напоминает дело Тони. Но нож там использовался обычный, а не филейный. Связанная ли Тереза Джонсон с делом с Тони Тедер крайне низкая. Если убийца и был, то навряд ли он будет так светиться. Притом условия, если он не серийный убийца или поменял свою тактику нападения. Знаете, когда я начала заниматься этим делом, и когда больше углублялась в подробности, в улики, в факты, в мою голову начали приходить некоторые вопросы. Я бы хотела обсудить, проговорить их, потому что некоторые вопросы до сих пор я не могу на них найти ответа. Первое. Почему же все-таки ее убили спустя 3 дня после ее дня рождения? Это очень странно. По факту девушка только стала совершеннолетней. Она войдет во взрослую жизнь, поступит в колледж, и тут проходит 3 дня, и ее жизнь обрывается. Так сложились обстоятельства, но все равно, если так задуматься, почему спустя 3 дня после ее совершеннолетия убийца пришел к ней в дом? Это первое. Второе. Больше всего в этом деле меня напрягает тот факт, убийца нанес 2 точечных удара ножом. То есть это говорит о том, что убийца знал, куда точно бить. Значит, у него есть уже подготовка в обращении с холодным оружием. Либо, возможно, он хорошо знает анатомию, что тоже немаловажно. Потому что не каждый человек может сразу нанести прям 2 точечных удара ножом. Во-первых, это очень сложно. Это нужно попытаться пробить грудину. Нужна большая сила.
сила могла совершить девушка, это, скорее всего, убийство совершил мужчина. Потому что, чтобы пробить грудь и попасть прямо в сердце, это нужна сила. И этот мужчина должен быть либо молодым и достаточно крепким, либо это должен быть взрослый мужчина. Ну а с другой стороны, как может быть взрослый мужчина влезть в небольшое окно? Значит, скорее всего, это молодой подготовленный парень. Опять же, это мои рассуждения. Но и к этим рассуждениям я хочу опять же проговорить про нож. Убийца принес нож с собой или он взял его с кухни? Либо он принес 2 ножа. Почему я делаю такие выводы? Когда я изучала материалы, мне не давало покоя убийца вытер лезвие ножа. Прям да точно, то что там по факту не осталось отпечатков. Ни крови, ни отпечатков. А что если он просто подменил нож? Нож с кровью он забрал с собой, а вытертый нож чистый он оставил на месте преступления, как бы показывая свою хладнокровность, что вот он совершил это убийство, это преступление. Я уже обговаривала раньше, что в городе не было патрульных машин. Да, город маленький, но почему именно в этот день не было патрульных машин? Это говорит о том, что убийца подготовился. Он знал, что, допустим, в определенный день не будет много патрульных машин. Он знал, куда ему идти. Если в случае чего кто-то позвонит, он сможет сбежать. Потому что патрульные приедут не сразу. А как они приедут сразу, если по факту их нет? Если многие из вас читали психологию убийства, изучали маньяков, серийных убийц, убийцы, которые убивают людей именно в сердце, бьют лицо, совершают убийство из-за мести, по личным причинам. По крайней мере, чаще всего это происходит именно на личной почве. Скорее всего, убийца знал Тони. Он ее изучал, возможно, он с ней общался. Если мы сейчас рассматриваем убийцу в плане личных причин, это мог быть ее парень, был подозреваемый парень. Подозревали, но оказалось, что у него было алиби. Многие сейчас подумают, но отец же мог, отец же военный. Во-первых, тут можно судить по реакции отца. Он пережил очень сильную трагедию, очень сильный траур. После убийства Тони он возвел 3-метровый забор. Так как он был военным, для него это был эмоциональный стресс. Представьте, потерять ребенка. Это очень тяжело. Он попытался от всех оградиться. От журналистов, от любопытных людей, от слухов. Можно сказать еще то, что убила сестра. Она могла ее убить, потом позвонить в службу спасения. Но, как я проговорила ранее, для того, чтобы совершить это убийство, это нужно нанести прям точечные удары. Это нужно очень хорошо знать анатомию. Не думаю, что сестра в идеале знала анатомию, плюс она была хрупкой, небольшого роста, и у нее бы просто не хватило бы сил пробить ей грудь. Да, возможно, что-то получилось, но я не уверена, что это был бы точный удар в сердце. Также проговаривалось, что были еще улики. Были следы ног, отпечатки, находили еще какие-то улики. Но опять же, сейчас в наше время очень сложно искать подобную информацию без точных данных. Очень идет много ложной и фейковой информации. Везде проговаривалось разное. И тем самым ты понимаешь, что ты не можешь верить этой информации. И только можешь полагаться на именно официальные источники. Я скажу честно, то, что я пыталась докопаться очень досконально до этого расследования, потому что я даже нашла радио, где говорилось про интервью с сестрой, саму базу, архив, где должно было быть это убийство. Мне показалось странным, что в архиве была удалена запись про Тони. В радио не сохранили само интервью, запись. Да, там есть какая-то небольшая статья, которая переносит тебя в газету. Чтобы прочитать эту статью, посмотреть интервью, нужна подписка. Я попыталась оформить эту подписку, но мне он не дал ее оформить, потому что написал то, что... если коротко, то, что это секретная информация, которую я не могу просмотреть. И это стало странным на самом деле. Почему? Я думаю, что это из-за того, что возобновили дело. И многие факты, видео, информация, она была просто скрыта. Потому что даже на Ютубе было видео, которое посвящено Тони. Именно, кстати, на официальной Ютубе Кларксона, там, где рассказываются новости, факты, какие-то события. Я пыталась его найти, но его нет. Значит, скорее всего, его скрыли. Даже когда, скажу честно, я пыталась найти этот дом с забором. Я не 1 час просидела за картами и не 2 часа, больше 10 часов.
Это было очень тяжело, но причем я смотрела не только 25-й год, не 18-й, даже по 7-й год. Я не могла найти этот дом. Возможно, уже снесли этот забор, или это просто фейковая информация. Я это все прекрасно понимаю. Но был дом, который зацепил меня, мне падали на него подозрения. Он, скорее всего, просто замылен на картах. Если вы не знали, то в Google картах можно замылить свой дом. Чтобы, так сказать, любопытные личности не искали информацию. У меня еще очень много вопросов, очень много фактов в голове, которые я хочу с вами поделиться. Основные вопросы, которые меня беспокоят, я с вами обсудила. На этом мы пока остановимся и перейдем к 3 главе. Глава 3. Реквием по мечте. Из обрывков воспоминания друга Тони Энн Тедер, который учился с ней в одной школе, дата поста датирована 28 июля 2015 года. Читает и перевод, адаптация оригинального текста Мария Рябинина. Ровно 25 лет назад, 28 июля 1990 года, мою подругу Тони жестоко убили ранним утром. Всего через 3 дня, спустя ее 18-летие, ее пырнули ножом в сердце, когда она спала в гостиной своего родительского дома, рядом с сестрой Ларой. Хотя сестра видела вживую непосредственное нападение, это преступление до сих пор остается нераскрытым, холодным делом. Мы вместе участвовали в разных школьных кружках, общались много, обо всем. Думаю, мы были то друзьями, то раздражали друг друга. Знаете, такие обычные школьные отношения, когда вы на год старше или младше, иногда кажетесь забавными, то надоедливыми. В ней были страсть и целеустремленность. Она собиралась далеко пойти. Я был потрясен, когда услышал новость о ее убийстве. В интернете или по городским слухам я слышал 3 основные версии ее убийства. Первая – ошибка. Какой-то парень хотел убить свою бывшую девушку, но перепутала дом. В конце концов, было темно. Второе. Она стала свидетелем преступления в каком-то переулке недалеко от своего дома, и ее убили, чтобы она молчала. Третье. Был замешан кто-то из семьи. Не знаю, чему верить из этого. У меня, увы, недостаточно доказательств, чтобы раскрыть это преступление или судить кого-то в суде общественного мнения. Но мне достаточно знать, что мы все упустили шанс увидеть, кем бы стала Тони. Я бы очень хотела видеть ее в своей ленте, в соцсетях, иметь возможность отписаться от ее постов, если бы они были чересчур резкими или провокационными. Это было бы здорово. Несколько недель назад я приехал домой и нашел могилу Тони. Думаю, это прекрасное место. Можно сидеть рядом с ней на траве, любоваться чудным видом и размышлять о том, что могло бы быть или как могла сложиться ее жизнь. Она была зажигательной, смелой. У нее бы отлично получилось в колледже в Вест-Пойнте. Подозреваю, что она так и не узнала о своем зачислении в него. Кажется, я слышал, что письмо пришло через пару дней после ее смерти. Но представители Вест-Пойнта приехали, я видел их на похоронах Тони. А теперь, когда я думаю об этом, ее эпитафией могло быть что-то вроде «другая история, если бы я не спала», или «в этот раз тебе повезло», или, может, «я собиралась изменить мир». Интересно, какими были ее последние слова перед тем, как она легла спать в ту ночь? Я не пытаюсь быть неуважительным, просто восстанавливаю то, что о ней помню. Она не совсем исчезла, пока мы ее помним, правда? Кажется, я недавно слышал, что существует 3 физические смерти. Первая, когда ты делаешь последний вздох. Вторая, когда тебя хоронят. А последняя, когда кто-то в последний раз произносит твое имя. Если это правда, она не умрет еще много лет. Если только я могу что-то с этим сделать. Я заглянула недавно в свои школьные ежегодники, посмотреть, оставляла ли она там записи. Не думаю, но трудно сказать. Во-первых, старшеклассники не составляют указатель записей. Во-вторых, половину из этих записей сейчас не могу разобрать. А в-третьих, я не помню большинства этих отсылок, которые, все кажется, понимали. Видимо, только я называл кого-то Франкенштейном. Что? С какой кстати? А может, она играла Франкенштейна в школьном спектакле на выпускном? Это был чей почерк? Что это значит? Если вы знали Тони лично, надеюсь, вы присоединитесь ко мне, чтобы помнить, кем она была, за что боролась и задумывалась о том, что она могла бы изменить мир к лучшему, если бы ей дали единственный шанс. Комментарии людей к посту. Аноним. Моя мама училась вместе с ней. Племянница, старшая дочь брата Тони.
Тони моя тетя, но я родилась в 2002 году. И думаю, как и все в семье, мы бы хотели ее знать. Мы всегда слышим истории о том, какой она могла быть лучшей мамой или стать вредной тетей. Судя по этим рассказам, мой характер от нее. Я старшая дочь ее брата. Племянница, старшая дочь брата Тони. Я рада, что ее помнят. Это поможет рассказать людям, что она была хорошим человеком, который оказался не в то время, не в том месте. Она не заслужила смерти. Аноним. Она была такой удивительной. Моя лучшая подруга. Я скучаю по ней. Я люблю ее. У меня до сих пор дыра в сердце. Гибель Тони Энн Теддер оставила после себя много вопросов. Эти вопросы длятся уже 36 лет. 36 лет полной тишины, без единого ответа. Родители Тони уже ушли, так и не получив ответа. Почему и кто все-таки убил его дочь в тот июльский рассвет, когда солнце только начинало проявляться за горизонтом? Диана Луиза Марвин Теддер скончалась 4 августа 2016 года в возрасте 65 лет. Она пережила свою дочь Тони на 26 лет. Диана умерла за 4 года до своего мужа Джимми, который ушел 2 декабря 2020 года в возрасте 72 лет. Всего за день до своего 73-го дня рождения. Вся семья теперь покоится вместе на кладбище Вайланд в Кларстоне. Тони, ее мать и отец. Сестра Тони, Лара Ли Хендриксон, по-прежнему живет в этом городе и работает преподавателем в медицинском колледже. В марте 2026 года единственное, что Лара Ли сказала в мини-интервью в рамках программы колледжа, были слова: «Убийство до сих пор не раскрыто. Мы не знаем, почему и кто ее убил». Брат Тони, Джим Л. Теддер, по сей день живет со своей семьей в Кларстоне. Остальные члены семьи разъехались по соседним штатам. Достоверно неизвестно, живут ли Лара Ли или Джимми в этом доме, где произошло убийство, и сохранился ли этот дом с забором. Но ясно одно: с тех пор в Кларстоне не оставляют больше окна открытыми, и на дверях висят замки. Гибель Тони изменила маленький город до неузнаваемости. Но несмотря на это, жизнь в Кларстоне продолжается. Все идет своим чередом, как и должно быть. Местные ребятишки также играют во дворах. Люди продолжают плавать на байдарках по реке Снейк. Рассветы по-прежнему окутывают живописные холмы. И в Льюис-Кларк-Вэлли делают по сей день вкусные вина, которые очень любят туристы Кларстона. Реквием по мечте. Что значит смерть мечты? Мечта умерла в тот рассвет 28 июля вместе с Тони. Погибла ее мечта в этом доме. Надежда на светлое будущее. Пламя угасло, и осталось только пепел и некая недосказанность с незавершенностью. Человеческая жизнь – очень хрупкая материя, как фарфоровая статуэтка. Легко разбивается, тяжело создается. Сегодня ты строишь планы на потом, живешь своей обычной жизнью, летаешь в своих мечтах и думаешь о завтрашнем дне, который может не наступить вовсе. Вечно мы откладываем на завтра все, что можно сделать сегодня. Время не вечно, оно как вода, и мы не можем предугадать, что будет завтра со всеми нами. Все имеет свое начало и свой логичный конец. Но итоговая черта есть у всего, что нас окружает. Итоговая черта у Тони произошла 28 июля 1990 года. Возможно, в недалеком будущем появятся новые технологии и ДНК-экспертизы нового поколения, которые наверняка укажут точно нам на имя убийцы не только Тони, но и сотни других нераскрытых преступлений по всему миру. Но к тому времени будет уже слишком поздно. Убийцы могут быть уже давно мертвы. Время пролетело слишком быстро. 36 лет – это много или мало? Риторический вопрос. В рамках Вселенной это очень мало. В рамках нашей жизни предостаточно. 36 лет тишины пролетело слишком быстро. Настолько быстро, что мы не успели это мгновение осознать и почувствовать. Реквием по мечте. Главное следовать за своей мечтой. Ведь у нас совсем немного времени у каждого. Спасибо, что досмотрели наш документальный фильм до логического финала. Хоть финал и не получился с веселым концом и оставил после себя много вопросов без ответов, но надежда умирает последней. Берегите себя. До свидания.
Родители Тони Энн Тедер не возлагали особых надежд на правосудие. «Я думаю, они знают, кто это сделал, и решили ничего не предпринимать», — сказал Джим Тедер, отец Тони. «Я знаю, что это может разозлить некоторых людей, но я действительно так думаю. Полиция сказала нам, что им нужно больше доказательств», — сказала Диана Тедер из Кларкстона. «После стольких лет, я думаю, мы сдались и утратили надежду на поимку убийцы нашей дочери». Детектив из Кларкстона Ричард Мушинский сказал, что дело Тедера все еще открыто. «На протяжении многих лет над этим делом велась большая работа», — сказал Мушинский. «Не похоже, что это убийство лежало без дела. Я ознакомился с ним, когда стал детективом 4 года назад. Это сложное дело. Достаточно, чтобы только один человек дал показания, и это дело может быть раскрытым». Автор фильма Мэри Райп. When I'm lost, I can always count on you. When you're in pain,